вкусняшка, смотрите, лапки куриные. Что там с едой на Бали? Вот, например, что выбрать? Вот эти замечательные шашлычки в таком маринаде, кабанятина с торчащими в разные стороны костями или куриные лапки. Сколько ты зарабатываешь на этой работе? Сегодня будем говорить о еде на Бали, но не о той ультрамодной, кучерявой, выпендрежной еде, за которой все приезжают из Патриков, а о еде национальной и традиционной, которую едят сами индонезийцы и на которую, объевшись уже своих авокадо-тостов, переходит множество экспатов со временем, чувствуя себя настоящим индонезийцем. Что случится с неподготовленным организмом, если есть вот такую еду вот в таких заведениях? Сегодня посмотрим, как выглядит самый страшный сон сотрудника санэпидемнадзора. И также посмотрим, где безопасно и за пару долларов можно поесть. Короче, все про еду на Бали. Погнали. По-моему, это жутко выглядит. О, да тут просто аншлаг. Девчонки пришли перед церемонией покушать. Ого. Короче, у чувака бизнес пошел. Хороший бизнес, говорю. Приколист. К этим красивым девушкам мы еще вернемся позже, узнаем, откуда и почему и зачем они такие нарядные, и что они тут ели. А сейчас мы пойдем по порядку и расскажем про все традиционные блюда, которые любят сами индонезийцы. Вот прилавки такие же, как в Таиланде, это для местных, здесь не для туристов, и они любят делать всякие сладости, как тайские. Привет! Вот, кстати, фрукты. Причем, что для туристов здесь обычно я не вижу этих самых фруктов нарезных. И вот таких штук для туристов не делают, это только для местных. А тайцы это делают и для туристов. Вот всякие такие штучки. Тоже похоже, как у тайцев. По чуть-чуть запихивают в кулечек. И вот такой кулечек. Сколько это стоит? Это 15 тысяч. $1. $1. Это вот получается, они кладут чуть карри, пару сатешек вот таких. Сате, по-нашему, это микро-шашлык. Маленькая шпажка с кусочками мяса, пожаренной на барбекю. Ой, какой дядька крутой. Это как у нас на каждой вечеринке и самый главный, отвечающий за шашлык. Так тут вот такой вот дядя сидит классный. Очень колоритный и, главное, трезвый. Кладут пару таких мясных сатешек. Чуть-чуть какого-то там фарша. О, это курица, аям. Курица, ага, курица. Вот такой соус и шашлычки. Все, и вот такой, рис туда еще кладут. И все, такой кулек $1. Жареные во фритюре всякие куски тофу, это овощи, это бананы, сладости всякие. Перепелиные яйца по 4 штучки. Вот и они все это едят с радостью. И все это тоже, видите, под баньяновым деревом в другом месте. Вот они любят такие места. А здесь у них, конечно же, тоже подношение. Ежедневное подношение богам и церемонии – это неотъемлемая часть балийской жизни. Тут своя уникальная религия. Мы об этом делали отдельное видео. Оно уже есть на канале. Там про все церемонии, почему, зачем и как. А здесь мы пока продолжаем про еду. Hello. Здрасте. Здорово. Это какие-то листья в чем-то, какой-то карри, что-то жареное. Тоже вот. Ну, в общем, рынок. Забавно, что они для туристов не делают вот эти всякие штучки жареные. Вот, а тайцы все это отуристили и продают. И вот здесь сидит чувиха тоже. Это вот готовые. Hello. Здрасте. Привет. Это все готовая еда. Просто она где-то готовит, привозит и накладывают тебе все в одну тарелку. Кстати, вот это есть, кстати, для туристов в Варунге. Я потом покажу. Они более приглядные. Это прям вот на улице. Такие куски тофу, тахуфиш. Рыбка, яйцо, говядина, говядинка, курица, курочка, яйца. Яйца, тоже яйца. А вот это вот таху темпе. Это курица тоже. Чикен, аям, вот нудл был. Короче, вот так вот. И вот это супчик, бакса супчик.
Одно из любимых традиционных блюд местных — это баксо-суп. Его любят во всей Индонезии, Бали, естественно, не исключение. Бакса обычно продается вот в таких передвижных тележках, как практически и вся остальная уличная еда. Такая бричка на колесах, на которой готовится сразу все. Она оснащена всем необходимым: газовая горелка, все соусы, ингредиенты, большая кастрюля, в которой все варится. Ну и, конечно же, вот такой веселый человечек, который все это продает. Бричка катается по улице и оповещает всех вот таким звуком. И все местные знают, что подъехал супец, можно выйти и отобедать. Прямо на большой дороге сидят чуваки. Hello. День добрый, господа. Что тут у вас? Бакса-супчик? Ну, супец. О, смотри, что там. Что это тут на Бахасе зарядило, вообще непонятно. О, тофу. О, тофу у вас тут такой. О, белый тофу знает. Белый вообще. Слышь, чуваки, гуле, говорит, тофу, прикиньте, тофу. Да, ничего не понял. О, еще один бак, смотри. Просто сидят, вот тут дорога гигантская, они сидят, хавают. Ну, бакса, да, это и классика. Это значит лапша, а это значит курица. А это название супа. Как вам бутылочки для соусов? Вот так этот ресторан на колесах выглядит. Они просто паркуются, где им нужно. Баллон с газом, у них это вообще везде. Конечно, поначалу, когда приезжаешь, это диковато. Но они парканулись и продают. О, смотрите, сори. Что это у вас, пардоньте? Супец мутим, бакса. Ой, это курица, да? Шарики из курицы, яйца. Не, у нас говядинка. А это что? Райс. Это рис. Нудл, какая-то еще стружка, типа овощная, лука. Вот так вот они все, и все счастливы. Спасибоньки, до свидания. А сейчас отправляемся в еще одно суперизвестное, излюбленное место всех индонезийцев. Это аналог нашей столовки. Вот это классический масаган паданг. Просто местный варун, в котором готовят уже еду, выкладывают на тарелки. И просто она может лежать день, может два, и вот приходишь, готовую набираешь. Место, где разложена куча разной готовой еды. Из котла набирают рис, и к рису кладут всякие начинки, там выбираешь тофу, рыба, мясо, спайси всякие. Рыба, темпе, жареная курица, какие-то вот неопознанные куски мяса, яйца жареные. Это вот малая часть того, что осталось. Много всяких кишок, всякие печени, тоже все это они любят. Дело в том, что эта еда может лежать по несколько дней, и я не уверен, что на ночь кладут ее в холодильник. Но на самом деле истории про отравление вообще не слышали, особенно у местных. Даже у буле среди туристов, которые едят иногда в таких местах, про отравление услышишь нечасто. Индонезийцы также обильно приправляют все острым чили. У них есть такой красный самбал, это такой чили-соус, у них есть несколько видов этого соуса, и бывает очень острый, который едят только локалы. Также у них постоянно везде стоят гигантские чаны со всякими соусами, карри и непонятной жижей. На самом деле очень странной, экзотической на вкус. Мы такое практически никогда не пробовали. Особенно в таких местах. Обратите внимание на санитарию. Мне кажется, если бы наш сотрудник эпидемстанции сюда зашел, у него, наверное, была бы сразу 3-летняя кома или как минимум вывалился бы глаз вообще от того, что он увидел. Но для местных это абсолютная норма, даже несмотря на то, что стены черные и покрыты плесенью, ну, все окей, как бы, типа, для такой едальни это обычная обстановка. Очень часто люди приходят, просто с собой берут вот в такие бумажные кулечки. Порция стоит от $1 до $3 в зависимости от количества наполнений. Очень многие балийцы живут в одном конце острова, работают в другом конце острова, и они просто не успевают физически готовить дома, да и проще купить такой еды, потому что на каждом углу, и это еще только 1 миллионная часть всей еды, которая продается. На каждом углу можно купить всякие маленькие кулечки с готовой едой, разновидности ее просто бесконечные, стоить это может вообще по 10, 20, 30 $-центов, поэтому это постоянно, ежедневно доступно даже местным. К вечеру, конечно, уже большинство закрывается, если открытые, то здесь постоянно будут очереди, вот, например, вот это мимо все время проезжаю, здесь всегда куча людей. А вот рядом прямо еще одна есть такая местная едальня, какая-то вот такого типа.
Hello. Привет, что готовите? А? Готовите что? Слушай, ну вот этот. Ну ладно, все, не напрягайтесь. Окей, я понял. Они даже не могут. Вот, и рядышком еще делают такие сатехи. Посмотрите, какой здесь тоже ажиотаж. Здрасте. Сатей? Шашлычки? Шашлычки. Куриные? Курочка и не только. А вот какой маринад для шашлычков. Напишите в комментариях, кто хотел бы отведать вот таких шашлыков из такой тарелки в таком маринаде. Посмотрите, какой интеллигент подошел за сатешками. Что примечательно, у них вот эта конструкция, которая сама поддувает на угли. И это, я такой вот не видел штуку нигде. Постоянно такая в форме улитки, она, кстати, часто, где она просто фигачит на угли сама и раздувает. Очень удобно. В таких местах обычно используют самое дешевое, лютое пальмовое масло. Какое мясо тут используется, я не знаю, не пробовал такое ни разу. Чуваки на фоне, конечно, просто им очень интересно, что это за чел снимающий. Как вам вот эта жижа? Это какой-то соус. Это арахисовый соус? Ага. Это соус, у них популярный традиционный ореховый соус. А это в чане, оказывается, суп. И вот такие аппетитные местные едальни. И это, кстати, не где-нибудь в глубине острова, где нет туристов. Это на самом деле самая центральная дорога Убуда. В него накладывают какие-то тоже штуки, спайси, креветочки. И что-то берут из этого ведра. Ну, короче, все вот так вот. Вот так вот. Кстати, друзья, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, и там мы собираем всю полезную информацию о жизни, переезде, отдыхе и зимовке на острове Бали. И в закрепленном посте собран гигантский пласт полезной информации. Медобследование на Бали, как сдать анализы со скидками, услуги поиски жилья. Мы, кстати, тоже недавно начали помогать искать виллу, потому что огромное количество связей и есть много классных вариантов. Обмен валюты, рубли на индонезийские рупии, наличку или USDT, или банковский перевод, как удобно. А если собираетесь впервые ехать на Бали и нужна консультация, то тоже у нас есть такая опция. Ну и, естественно, перечень виз от надежного агентства, у которого мы сами 4 года делали все свои документы, по классным ценам и со скидками по промокоду. Короче, все это уже давным-давно висит в телеграм-канале, ссылка на него в описании. Кому нужно, приходите, прочекайте, а мы отправляемся дальше за вкусняшками. И сейчас мы покажем место, в котором действительно можно есть. Это те же самые варунги, которые мы показывали, только уже европезированные. Готовят, по сути, те же балийцы из тех же ингредиентов, но все равно более мягкие, менее острые соусы, добавлены блюда и ингредиенты более привычные белым. Существует много варунгов, таких, которые сделаны с учетом на туристов, на белых. Ну и они в целом более такие лакшери, не совсем локальные, хотя и локальные тоже, но большое количество туристов тут ест и ассортимент большой. Вот мы частенько ходим в такие. Здесь тоже все на тарелках уже готовое, тоже выбираешь себе сборную солянку, тыкаешь, что тебе надо, что хочешь, но это немного другая тема, отличается вот от этих локальных асатан падангов. И вот мы видим здесь уже все на английском, Чингу очень заточено на всяких этих туристов постоянно. Ну здесь дешево, очень дешево есть, поэтому туристов много валом всегда. Ну видите, какой ассортимент, вот просто вообще выбирай, не хочу. Кстати, этот почему-то на процентов 80 вегетарианский, но есть такие на процентов 90 мясные наоборот. Хотя здесь тоже есть курица, рыба, но креветки даже, но очень мало. Вот. Но в основном все, даже такие супы, карри, там вот все, лапша, бобы, то есть уже даже такие какие-то вот батат запеченный, там грибы, ну больше под белую кухню уже, под европейскую кухню. Короче, все специально под туристов, но с оптимальными ценами. Это такая своего рода местная индонезийская столовка. Стоит чуть дороже, конечно, чем в локальных, потому что тут чище, аккуратнее, опрятнее, но все равно на том же пальмовом масле с тонной глютамата, сахаром. Но иногда можно было и поесть, потому что это очень быстро и на каждом углу очень удобно. Вот такая тарелочка стоит 40 тысяч, это $2,5.
Такие места очень пользуются популярностью у туристов, и, кстати, особенно у англоязычных, европейских и австралийских. Казалось бы, да? Блин, красный самбал, чистый почти чили перец. Я люблю вот этот. Без него все пресноватое. Они не очень вкусно готовят. Но благодаря вот этому самбалу все становится очень вкусно. Лично для меня. Но в целом еда оставляет желать себе лучшего. Ну и как же без короля фруктов дуриана? В центре острова огромное количество киосков. Вот на подъезде к Бидугулу. Если кто любит дурианы, то всем сюда. Вот такие прилавки с дурианами. Вот это монтонги, сейчас сезон. Вот это локал, а это монтонг. И, короче, если вам нравятся дурианы, то по дороге в Бидугул, о, рай, мы прямо всегда останавливаемся, штук 6 сразу укладываем, и счастье. Дурианы лучше покупать вот на обочине дорог, вот где-нибудь в центре острова по дороге. Очень много точек, вон там, вон 1, 2, 3, 4, 5, там вон еще. Здесь дешево получается. Вот этот монтонг $10. Это очень хорошая цена за такой большой. Но сейчас мы посмотрим, что там внутри. Готовый. Ой, вкусный. Забирай. Ну, выглядит нормально. Иди. В дуриане самое главное — это правильно его выбрать. Вот, готово, можно есть уже. Попробуй, бери вот это. Что-то недостаточно мягкий. Не сладкий. Да? Не сладкий, да? Ну ладно, сейчас выберем. Вот этот еще. Давай этот попробуем. Короче, она запутала. Тут есть монтонги не локал, а это монтонг локал, и он дешевле. Тот был не очень, и сейчас будем смотреть, что там с этим. Нашли в итоге мы монтонг и положили его. Вот этот дороже будет. Чуть не $10, чуть больше. Короче, смысл в том, что местные вот так на обочинах продают, и лучше его на обочинах искать. В центре острова есть озеро Бератан. Кто-то называет Братан. В этом регионе острова сосредоточено мусульманское население жителей Бали. Индонезия в целом мусульманская страна, а у Бали сформировалась своя уникальная религия, как мы уже говорили. Они сейчас мирно сосуществуют, без всяких конфликтов. Бали на 90% заселен жителями, которые исповедуют местную балийскую уникальную религию, но все равно есть много мусульман. И тут у них есть своя променадная с местными вкусняхами. Сейчас прогуляемся, покажем, как это все выглядит. Вот на набережной у них тут целая ресторанная линия. Они все фанаты вот этих наших вот около роллтонного вот этого шлака, и они все его едят. У них еще вот уровень понимания далек от того, что это просто, ну, абсолютно не пригодное к употреблению. Вот кофе и вот эти штуки. Вот в термосик они наливают, это все стоит, конечно, копейкового бакса суп. И вот такие штучки точно. Бакса? Бакса, окей. Вот бакса это у них традиционные. Вот такие вот у них. Вот так все это выглядит. Кстати, вот мы 4 года в Тае жили, и там это все вкусно, даже вот на таком уровне. Но здесь это все не очень хочется пробовать. А в Тае было интересно попробовать. Даже такое. Вот они здесь берут, садятся и смотрят на озеро. Тоже вот чувство прекрасного же их манит смотреть на озеро, но вот чтобы убрать, чтобы мусора не было, это как-то нет. О, видите, вот эти роллтоны, они везде, в магазинах. Вот это фастфудная пластиковая лапша. Ну, она просто супер чиповая, супер дешевая. Вот, и они вот сидят все довольные. Хочешь попробовать? А что это у вас? Рис? Рис? Ну. А с чем он? С курицей? Да, с курицей. И с этим, как это, ну, с этим, ну... Креветки? Не, ну то, что там плавает вот в море, в воде. А, рыба? А, да, рыба. Понял, окей. Вкусно? Ну, конечно. Остро? Ну, конечно. Ладно, приятного аппетита. Кофе вот у них и вот эта лапша. Hello, бакса ayam. Nice. Окей. И вот она сидит, топчет его.
вкусняшка, смотрите, эти лапки куриные. Блин, ну вот это тофу, темпе. Бульоны у них в этих чанах наливают и все. И вот такая целая длинная набережная со всякой лабудой. О, это уже готовы, это уже готово. Hello. И покурить. Hello. И покурить. Одна из самых курящих наций вообще в мире, кстати. Курят все, ну, мужики просто постоянно. С этой соской в зубах постоянно. Курят даже на мопеде, даже, мне кажется, спят. Курят и просыпают, в душе даже курят. Посмотрите, какая лапша голубая. Короче, вот такой у них тут ресторанный променад на озере Бератан. Ой, одна лапша, одно и то же везде. Фиг пойми, что вообще еще у них. Бакса, лапша и рис со всякой лабудой тоже. Типа там какие-то куски мяса и еще что-то. Я вообще ищу кукурузу и не могу найти кукурузу. Они тут все... А, вон, нашел. Мы обычно на пляжах едим кукурузу. Здрасте. Почем? 20. 20? Ну да, что ты хотел? Нет, это слишком дорого. 10,000. Десятка. Ладно, 15. Что за... Окей. Обалдеть, нифига себе. За 15, за доллар продают кукурузу. Это дорого. Здесь вообще по 5000. То есть в 3 раза дороже. Но так как вот именно на этой улице нет больше кукурузы, вот то, что вот мы прошли, поэтому он оборзел. Сейчас он будет мутить нам кукурузку. Эта штука поддувает все время, это у них поддувало такое. Они обычно его маслом мажут, тоже вот таким маслом. Хотите, чтобы вам помазали такой кисточкой и маслом? И что-то вот из этих бутылочек поливают. Поэтому мы не берем ничего. 2 бакса с меня содрал, обалдеть. Че, как жить вообще сейчас, не знаю. Надо уезжать в Бали. Не вытягиваю такой напряг. Любимое лакомство местных — это жареная курица. И у них вот эти аналоги KFC, видите, даже RFC написано. Они просто жарят в панировке все курицу, обмазывают самбалом и уедаются ей ведрами. О, он жарит ее, видите, он там. Он просто на улице фигачит. Тазы стоят он с курицей на жаре. This is your shop? Это твой магазин? Да. Говорит его. How much your salary for this job? Сколько ты зарабатываешь на этой работе? Что вообще такое? Yeah. Put here. Ты можешь написать сколько? Что такое? 3. 3 миллиона? Не. 3 миллиона? Не, 300 тысяч? Типа, в месяц? Нет, в день? Не. В неделю? Ай, все, блин, запарился. Ну, в общем, вот так это все выглядит, прямо на улице. Но это все очень вот маслица сразу пальмовое, да, пальмовое масло, крахмал, мука. Вот тут он все замешивает, вот курочка в тазиках. Вот тут он самбал делает. So how much Ты мне не сказал, сколько в месяц, да что, скажи. Вот тут он моет и руки, и все остальное. Да ты, блин, запарил меня, что ты хочешь И еще. вот она красота. Вот та-та-та-та-та. Газик, чик-чик-чик. Очень все изи. Бля. Все изи. А вот самое жуткое блюдо местных, оно реально жутко выглядит даже для тех, кто ест мясо. Я не знаю, ну, по-моему, жуткое ощущение, это вполне адекватная реакция. Просто целый кабан. И потом вырезают внутренности. Это целый кабан, просто поросенок, из которого снимают постепенно все. Бабигулин? Ну, а что ты не видишь? Ну, бабигулин, конечно. Ой, жесть.
Жесть просто. И вот они еще какие-то кишки там перекладывают туда-сюда. Вот любят они вот эти внутрятину еще. Бабигулинг считается очень мажорным блюдом и заказывается только на большие праздники, большие церемонии, на свадьбы или какие-то важные мероприятия. Не все простые балийцы или индонезийцы могут позволить себе бабигулинг. Ну а те, кто помажорнее, могут просто проезжая отведать вчерашнего бегающего поросенка. Вот в таком виде. А вот части как раз его и лежат, лапы его лежат, ноги поросенка это. Я не знаю, как вам, но, по-моему, это жутко выглядит. А как вам? Норм? Норм? Хотели бы попробовать? Напишите в комментариях, как бы вы засмаковали бы такого бабигулинга. И, как мы рассказывали неоднократно в наших видео, на Бали есть все. Это, с одной стороны, одна огромная деревня, но тут присутствует достаточно цивилизаций. Короче, все для того, чтобы иностранцам, обеспеченным пенсионерам и богатым слоям балийского населения проводить свой досуг в полном комфорте. И в этих торговых центрах можно попробовать все то, что я показывал, только в полулюксовом варианте. Те, кому позволяет средства, не всем местным позволяют средства, но кому позволяет, едят в таких мажорных ресторанах. Но тут, по сути, то же самое. Посмотрите. Тоже рис, и вокруг это называется наси чампур. Это сборная солянка. Все то же самое. Просто в лакшери сеттинге. Лакшери версия бакса штуки, которая катается по улице, только здесь такой стенд красивый. Кстати, сделан по симуляции с колесиками, потому что все привыкли, что бакса в этой каталке. Ну, в общем, все, что я уже показывал, только это все в красивом торговом центре. Пойду заказывать свое любимое лакомство индонезийское — таху горен. Это жареный тофу. Вот такой почему-то мало здесь. Они его режут и вот месяц соус такой прям вот в этой штуке каменной. Они все делают все свои самбулы соуса в этой каменной штуке. Получается вот такой тофу. Сейчас заказываю. Hello! Hello. Они сначала жарят его вот так, как я показывал, в масле. Сейчас посмотрим, как она делает соус. Вот, кладет лук. Один чили попросил, потому что будет и так загораться все. Газовать буду как надо. Чеснок, лук и чили. Добавляет соус, берет свежий пожаренный тофу, нарезает его в эту каменную штуку. Вот она мне накладывает. И соус, получается, делает. Да, своим соусом сверху поливает, палочку мне дает. И я буду это сейчас наворачивать. Я люблю остренькое вообще. Папа, это я на своем доме. Классно. Настя, любишь такое? Слишком соленое, но вкусно. Так, стоит такая штука 23 тысячи, но на улице дешевле, здесь 23 это $1.70. Это что это у вас за сет? Так это карри, получается тофу в панировке, да? Салатик и рис. А это наси чампур, только это баклажан странный, кстати. Это опять варианты на традиционных супов. Лапша, тофу, шарики всякие. А вот мы возвращаемся к нашим красавицам, которые одеты в специальные церемониальные костюмы для церемоний, которые проходят раз в 35 лет, а то и в 50. И вот между поклонением множеству богам они пришли перекусить тофушку. И это забавная картина, которую мне посчастливилось увидеть и запечатлеть. Hello. Добрый день. Что это тут у вас? Тофу. Тофу? Да, тофу. Здрасте. Красавицы. Спасибо. Короче, все красивые, все с церемонии, и они едят вот такой жареный тофу. Просто вот в масле выжаривается этот тофу, поливается пинат соусом. И вот так вот это выглядит.
Это рис нарезают кусочками рис. Да, вот такой рис спрессованный, жареный тофу и поливают пинат соусом. У чувака попер бизнес просто пошло дело. Сверху он еще настругает чистого чили-перца, от которых у неподготовленного человека заполыхает везде там, где не хотелось бы, чтобы полыхало. И сверху кладут рисовые чипсы. Такая порция стоит тоже около $1, плюс-минус. Что это была за такая церемония, откуда пришли эти потрясающие красивые женщины в своих необычных нарядах, мы рассказывали в нашем документальном фильме «Религия Бали». Я 3 года копил материал и все-таки сделал не так давно этот фильм, которым я горжусь. Это, наверное, самое лучшее из того, что я пока делал за все 10 лет занятия видео. Очень много красивых кадров, все про церемонию, про их богов, откуда это все пришло и до чего это все докатилось. В общем, кому интересна эта тема, советуем посмотреть наш фильм. В конце видео будет на него ссылочка. Мне все время их не очень удобно снимать, потому что я чувствую себя, все-таки у меня вот какая-то белорусская, вот такая толерантная, аккуратная, скромная черта меня постоянно поджимает. Но мне хочется сделать крутое видео, и самое прикольное, что никогда не агрятся, вообще никогда не злятся, не бесятся. Могут просто максимум не улыбнуться, и то это редко. В основном они улыбаются и поддерживают общение, спрашивают, как дела. Очень крутые люди, открытые, просто вот от них реально веет какой-то крутой энергетикой. Едем с Настей в Чингу, отдали детей в садик, няня их заберет к себе с ночевкой. Мы едем потусоваться в Чингу, и по дороге в Чингу остановились в нашей любимом веганском Варунге, потому что индонезийская еда бывает веганской тоже. Вот это прикол. Веган. Панде Варунг — это чисто классическая, 100% традиционная еда индонезийская, но здесь она чисто растительная. Причем это не какой-то ресторан для для туристов, это просто супер-мега Варунг чиповый. Здесь порция еды $1 стоит. Она жареная, конечно же, с сахаром, наверное, но мы не часто такое едим. Если хочешь традиционной еды, есть веганские варианты тоже, растительные, вегетарианские, вообще бомба. Так, Настя пробует настоящий традиционный индонезийский суп. Тут дорога, тебя не слышно, она жует. Короче, перевожу. Она говорит, настолько традиционный, что будет сейчас балийские танцы танцевать. Да. Любишь его? Привет, я тут снимаю на память, хотел задать вопрос. Блин, у меня тут так грязно. Да не, все окей, вообще, не парься. Мне просто интересно насчет веганства. Как так получилось? Ты веган? Не, я не то чтобы прям чисто веган, я иногда ем яйца. Really? Vegetarian? Okay. And it's very hard. Да, это очень сложно в Индонезии быть веганом, потому что кухня очень мясная, и все вокруг едят мясо постоянно. Да, у нас тут все постоянно едят это мясо, поэтому вообще без вариков. И много ли людей приходит к тебе покупать твою веганскую еду? Да, приходят, проблем нет. Но они могут приходить периодически, не так, чтобы каждый день. Самое распространенное после риса блюдо — это лапша, жареная лапша. А это сатешечка. Шашлычок. У нас в странах принято большие куски мяса на шампур надевать, а у них что веганские, что мясные одинаково маленькие. Прикольно, кстати. Быстрее прожаривается и удобнее кушать. Если вы досмотрели до этого момента, то поставьте лайк, поддержите канал, это лучшая благодарность за нашу работу. У нас на канале уже огромное количество классных, крутых видосов, которые мы все 3,5 года снимали и грузили на канал. Есть что посмотреть, много полезной информации про районы, про медицину отдельный фильм, про жизнь с детьми, лучшие места, заведения, про детские сады на Бали. Плюс это все в красивой упаковке, поэтому подпишитесь, посмотрите и будем прощаться, увидимся в новых видео. Пока-пока.